Друзья, всем привет! И сегодня у нас второе видео про Conf.ui. Сегодня мы сами начнем собирать схемы, познакомимся с приемами, которые необходимы для сборки схем Conf.ui. В процессе продолжим изучение интерфейса и приемов и функций этого интерфейса. Вторым пунктом мы усовершенствуем нашу схему, добавив второй сэмплер, и сравним простой сэмплер и продвинутый, зачем нужен обычный и зачем нужен продвинутый сэмплер. Третьим пунктом мы добавим апскейлер в нашу схему. И четвертым пунктом мы переделаем нашу схему из так называемого text-to-image в image-to-image, заменив всего лишь один блок. При работе сегодня мы будем использовать исключительно те ноды, которые есть по умолчанию в системе, без добавления кастомных нод пока, но до них мы тоже обязательно дойдем. Но первым делом мы устраним пробел, который я допустил в прошлый раз, не рассказав о том, как добавлять ключи Conf.ui по аналогии с автоматиком. Если у вас недостаточно видеопамяти, то в портабельный Conf.ui вы можете добавить такие же ключи, как в автоматике Low RAM. Перейдем в папку с портабельным Conf.ui, найдем здесь Run NVIDIA GPU, нажмем по этому батнику правой клавишей мыши и откроем «Изменить». Теперь здесь вы можете увидеть, что уже некоторые ключи есть добавлены, и вы можете добавить еще один ключ, допустим Low RAM. Это будет выглядеть вот так. Теперь нажимаем «Сохранить» и нажимаем «Запустить». И как видим, ключ Low RAM применен. Интерфейс запустится и в принципе будет все работать как в автоматике, с меньшим требованием к видеопамяти. Соответственно, скорость упадет генерации. А вот ключик MeduRAM, он не работает. Смотрите, что будет, если я его сейчас введу. Сохраняю и запускаю. И у нас выводится ошибка. Я эту ошибку сделал умышленно, для того, чтобы вам показать, какие вообще ключи применимы. То есть, если вы здесь вводите ложный ключ, то вам показываются вообще все ключи, которые допустимы. Еще мы можем использовать ключ Listen, то есть раскрыть свой IP и работать с Conf.ui через разные устройства в домашней сети. Еще мы можем задать порт. Если у вас, допустим, запущен Conf.ui на автоматике, и вы параллельно еще хотите запустить портабельный Conf.ui, то у вас будет ошибка, потому что порт будет один и тот же. Если вы так хотите сделать, то вам нужно использовать этот ключ и заменить порт. Вы можете ввести ключ Disable Xformers для того, чтобы отключить Xformers. Можно использовать ключ Disable Metadata для того, чтобы метадата в ваше изображение не записывались. Вы можете задать Output Directory для того, чтобы ваши изображения сохранялись, допустим, в ту же самую папку, что и автоматик, а не в свою папку. Тут вы пишете ключ вот этот вот и дальше пишите путь папки, которую вы хотите использовать для сохранения ваших изображений. А также вы можете работать через процессоры, используя ключ CPU. В общем-то, всеми вот этими ключами вы можете пользоваться. И если в будущем какие-то дополнительные ключи появятся, то введя вот какой-то вот такой вот неправильный ключ, вы все эти ключи увидите. Мы же этот неправильный ключ удалим сейчас и заново сохраним пусковой файл. Еще хочу заметить, что вариант запуска через CPU, то есть через процессор, у вас есть изначально в портабельной версии. То есть у вас есть вот такой вот батник. Причем вот эти батники вы можете наделать самостоятельно. Просто копируете его и дополняете его ключами. И называете, соответственно, как-то по-другому. И у вас, допустим, может быть третий батник, работая в котором у вас не будут сохраняться метаданные в изображении. Про настройки на сегодня все. Давайте переходить к нашему основному материалу. Переходим к пункту 1, в котором начнем собирать простую схему. И разберем по максимуму функции Conf.ui. Я буду работать через интерфейс автоматика. Это для того, чтобы показывать вам какие-то общие функции с автоматиком. Поэтому, если вы будете работать через портабельную версию, то все будет прям абсолютно одинаково. Теперь очищаем наше рабочее пространство, нажимаем кнопку Clear. ОК. И наше рабочее пространство очищено. Для добавления новых блоков у нас есть два меню. Первое меню. Если мы нажимаем по рабочему пространству правой клавишей мыши, у нас появляется вот такая вот менюшка Add Node, то есть добавить новый нод. Добавить группу, если мы в будущем сохраним группу. И добавить template, нодовый шаблон. Пока у нас ни групп, ни шаблонов нет, мы добавим новый нод. И как только мы щелкнули по Add Node, у нас открывается еще меню. Здесь у нас есть сэмплеры, есть загрузчики, ноды, работающие с подсказками, ноды, работающие с латентом, ноды, работающие с изображением, с масками, некие тестовые ноды, которые еще в общий список не включены. Раздел продвинутых нод. В автоматике, в отличие от портабельной версии, есть еще вот такой вот пункт Web UI. Это ноды, работающие только через автоматик. И еще ноды утилиты. Это вспомогательные ноды. Здесь первый нод — это просто заметки оставлять на рабочем столе. Второй — это reroute, какой-то дополнительный узел, мы его посмотрим. И примитив.
Это универсальный нод, который принимает функции в зависимости от того, куда мы его подсоединили. Первое, что нам будет нужно, это loader, загрузчик. И очевидно, что нам нужно загрузить какую-то модель. Загружаем load checkpoint, модель. Сразу же в списке мы можем выбрать какую-то понравившуюся нам модель, допустим AML Real. Дальше мы можем добавлять ноды абсолютно так же, нажав правой клавишей мыши и ходя по функциям. А можем воспользоваться другим методом. Допустим, берем модель, перетаскиваем ее в пустое место и отпускаем. И здесь нам будет предложено варианты, которые допустимы для вот этого вот узла. Первый пункт здесь это Add Node, это та же самая опция, как вручную добавить нод, то есть высветится опять же весь список. Второй Search, то есть это поиск. Здесь мы можем найти по первым буквам, допустим, что-то необходимое. Pre-root это создание дополнительного узла. Мы можем создать дополнительный узел для этого узла как бы. Это сделано для того, чтобы если у вас будет длинная очень схема, и вот левый край у вас, допустим, не будет виден, вы можете привязываться уже вот к этому узлу. Помня, что здесь именно модул. А если вы не помните, что здесь модул, вы можете нажать правой клавишей мыши по вот этому узлу и нажать Rename Slot, то есть переименовав вот этот вот слот или узел. Вводим, допустим, модул, нажимаем ОК. И все, вот в этой части экрана у вас будет вот этот вот reroute дополнительный нод. И вы будете знать, что это и есть модель. То есть вы можете привязываться отсюда, а те ноды, которые находятся рядом, вы их можете привязывать отсюда. Сейчас давайте удалим этот reroute, он нам не нужен. И заново в пустое место протянем наш слот. А теперь обратим внимание на последние 4 пункта. Это как раз таки ноды, которые доступны для вот этого вот слота. Нам доступен кейсэмплер, продвинутый кейсэмплер, загрузчик Lore и ControlNet. Давайте выберем обычный кейсэмплер. И теперь у нас появилось еще больше слотов, которые необходимо между собой соединить. Смотрите, вот слоты по цвету, они в принципе подсказывают нам, что у нас должно с чем соединяться. Why вот, допустим, имеет красный цвет, Latent имеет розовый. А вот клип, он вроде бы похож на позитив и негатив, но позитив он оранжевый, а клип желтый. Если мы сейчас потянем, у нас нет варианта их соединить. Ну и по логике мы должны тоже представлять, что все-таки нам нужны какие-то подсказки. Если мы просто соединим модель позитивный с негативом, куда мы впишем наши подсказки. Тогда давайте от кейсэмплера перекинем позитив просто в пустое место и посмотрим, что нам предлагается. Нам предлагается Clip Text Encode. Это, в общем-то, текстовый кодировщик. А вот эти вот вещи — это conditioning. Concat, Combine, Average — это уже работа с закодированным кодом, который выходит из Text Encode. Это конкатенация, сложение подсказок, это объединение подсказок, это среднее по подсказкам. На данном этапе нас просто интересует подсказка, поэтому мы выберем Clip Text Encode. И у нас уже сразу привязанный к этому ноду есть подсказочка. То есть в это поле мы забиваем нашу подсказку. Дальше это означает, что на выходе мы уже получаем закодированные данные, и эти закодированные данные уже идут в кейсэмплер. Но для работы этого Text Encode необходим клип. И если мы посмотрим на нашу модель, у нее как раз таки есть 3 слота. Первый слот Model, второй слот Clip, третий Why. Этот клип как раз таки мы должны перекинуть к кодировщику нашего текста. Давайте переместим вот так, чтобы было лучше понятно. Вот этот вот текстовый кодировщик, он, допустим, очень большой, и мы хотим его сделать поменьше. Можно схватить за правый нижний угол, появится вот такой вот курсор, и можем изменить размер этого нода, чтобы он для нас был более удобный. Если мы его за шапку возьмем или за тело, мы его можем перенести в любое место. Чтобы нам помнить, что это положительная подсказка, мы можем ее покрасить, допустим, в зеленый цвет. Нажимаем по ней правой клавишей мыши, и у нас появляются вот такие вот меню. Первое — это Properties. Это свойства. Второе — это панель свойств. Здесь мы можем этот блок отключить, сделать его never, то есть нерабочим, или always, всегда рабочим. Ну и там еще есть какие-то варианты с триггерными словами или с событиями. Мы можем задать title, то есть верхний заголовок поменять, допустим, подписать его здесь prompt, ну и так он подписан prompt. То же самое меню, которое было в Properties, есть отдельно мод always, never. То есть можем включить, отключить или привязать к каким-то событиям. Дальше мы можем выбрать Resize или потянуть за правый нижний угол этого нода, как мы только что сделали. Collapse — это свернуть этот нод. Если вы его сворачиваете, у вас возникает очевидный вопрос, а как его развернуть. Здесь появляется вот такая вот серенькая точка. Вот если вы по ней щелкнете, то вы развернете. И по сути дела вы по ней можете и свернуть, то есть не залазя в меню. Pin — это для того, чтобы заморозить этот нод. Теперь он неподвижен, и вы его случайно никуда не сдвинете. Если еще раз нажимаете, то он размораживается. Color.
вы можете задать цвет. Допустим, нашему промпту зададим зеленый цвет, чтобы точно понимать, что это положительная подсказка. Можно задать shapes, вариант этого shape, box, допустим, с острыми углами. Copy Click Space мы рассматривали в первом уроке, когда я рассматривал вот эту кнопку Click Space. Сейчас я повторять ее не буду. Если вам интересно, пересмотрите первый урок. И есть еще такая опция Convert Text to Input. Если мы ее сейчас нажмем, но вы ее не нажимаете, вы текст как бы задаете из другого блока. То есть в этом блоке у вас уже ввести текст будет нельзя, а вы можете его закинуть, допустим, из примитива. Вот для этого как раз таки нужен примитив. То есть примитив принимает тот тип данных, который вы в него погружаете. Если на языке программирования, то это переменные с универсальными данными. То, что вы в нее загрузили, тот тип данных она и приняла. Primitives. Соответственно, сейчас мы здесь можем написать промпт, и он будет загружен уже вот в этот вот энкодер. Потому что, по сути дела, основная функция вот этого блока, текст-энкодера, это кодировать текст, для того, чтобы его понял сэмплер. Обратно вот это я сейчас все вернул руками, потому что функция вернуться назад по умолчанию в Conf.ui недоступна. Для этого необходимо установить дополнительный скрипт. Но чуть позже я покажу, как устанавливать дополнительные ноды и дополнительные скрипты. Это все делается очень просто. Теперь нам нужен negative prompt. Для этого мы зажмем кнопку Alt на клавиатуре и потянем вот этот нод вниз. Так происходит копирование, быстрое копирование. Теперь мы соединяем negative и соединяем clip. Можем поменять цвет на красный. Теперь мы будем знать, что это negative prompt. И на данный момент у нас на выходе из нашей схемы получается latent. Latent — это закодированное изображение. Мы его не можем вывести просто так. Для того, чтобы этот latent вывести, опять кинем в пустое место и увидим предложенные варианты. И видим здесь why-decode. Why-decode — это декодировщик латента, который преобразует его на выходе в image. Мы можем потянуть image, допустим, вниз, и выбрать Save Image или Preview Image. Save Image автоматически будет сохранять сгенерированное изображение в папку Output, а Preview Image будет чисто нам показывать это изображение, но сохранять мы его можем уже вручную. Я выберу Preview Image. Можем опять же расширить наш нод, чтобы изображение было побольше. Давайте на этом этапе введем какой-нибудь промпт. И если мы сейчас нажмем кнопку View Prompt, то мы получим вот такие вот две ошибки. Первая ошибка говорит о том, что мы в why-decode не загрузили сам why, то есть ему нечем декодировать. Соответственно, из модели перетаскиваем сюда why. А вторая ошибка говорит о том, что в latent image мы не погрузили никакое изображение. А сэмплеру на вход обязательно нужно какое-то изображение, соответственно, латентное изображение. Поэтому мы перетащим этот нод опять же в пустое место и можем выбрать Image Latent. Или давайте я еще покажу одну опцию добавления нодов. Дважды левой клавишей мыши щелкаем в пустом месте по рабочему пространству. И у нас открывается вот такое вот меню. Здесь мы можем ввести сразу в поиске Image или Latent. И у нас есть все ноды, которые содержат название слова Image. Также, чтобы не вводить, здесь справа есть уже часто используемые слова, вот в этих вот раскрывающихся списках. Empty Latent Image — это очевидно то, что нам нужно, это пустое латентное изображение. Save Image — это больше относится к выводу изображения. Preview Image — тоже к выводу изображения. Load Image — это уже загрузка какого-то готового изображения на вход. Load Image Mask — это загрузка готового изображения на вход вместе с маской. И дальше идут преобразователи изображений. Scale Image — то есть изменение масштаба изображения, а by — это изменение кратного масштаба изображения, то есть коэффициентом каким-то. Image Invert — это инвертирование изображения. Давайте выберем самое первое, Empty Latent Image. Связываем его. И здесь как раз таки задается размер нашего изображения, который мы в автоматике задавали вот здесь. 512 на 512. А в Conf.ui задается это вот здесь. Я задам начальное изображение 768. Все проблемы, которые нам подсветила система, мы решили. Теперь запустим QPrompt и видим, как происходит процесс генерации. Каждый блок подсвечивается зеленым цветом, и на каждом блоке идет своя полосочка. И вот наше изображение появилось. Теперь смотрите, если вы хотите приблизить это изображение, то сегодня обязательно даже открывать вот Open Image, да, вы можете открыть вот так в браузере, или можете его там сохранить, а потом открыть. Вы просто можете скроллером его приблизить, и качество изображения оно будет соответствовать тому масштабу, в котором вы его смотрите. То есть, если захотели приблизить его, просто скроллером приблизили, посмотрели, и все, и отдалились. То есть, не надо совершать каких-то лишних действий с открытием этого изображения на дополнительной вкладке. Ну, а там смотрите, как вам удобно.
Теперь давайте посмотрим на keysempler. Какие настройки у нас здесь есть. Первая настройка — это seed. То же самое, что вот этот вот seed в автоматике. Вторая настройка — это randomize, fix, increment, decrement. Две настройки из этих в автоматике есть, fixed и randomize. А вот increment и decrement нет. Это поодиночное изменение seed вперед increment или decrement назад. Steps и CFG — это те же самые настройки, как в автоматике. Вот они steps, и вот они CFG. Напомню на всякий случай, steps — это количество шагов генерации. Для разных сэмплеров этих шагов нужно разное количество. А CFG — это сила, с которой промпт влияет на изображение. Если CFG поднимать высоко, то изображение будет более контрастным. Если опускать, будет более бледным. Но опять же, разные модели по-разному реагируют на этот CFG. При повышенных CFG изображение может ломаться. Сэмплер — это привычные нам сэмплеры. DPM ++ 2M — это тот же самый сэмплер. DPM ++ 2M. Keras. Да? Но здесь Keras слова нету. Здесь есть отдельный scheduler. Scheduler — это планировщик. Изначально он обычно стоит нормальный. Есть Keras и другие планировщики. В автоматике же нет варианта выбора этого планировщика. У нас есть сэмплеры уже с готовыми планировщиками Keras или просто без Keras. Вот вариант как раз DPM ++ 2M без Keras — это и есть normal. То есть это планировщик. И последний параметр — это denoise. Он сейчас стоит на единице. Мы, кстати, можем изменять параметры, щелкнув по этому параметру и двигая мышку влево-вправо. То есть не обязательно по этим стрелочкам нажимать. Если нам нужно более точно, мы просто один раз щелкаем, не ведя ни влево, ни вправо, и задаем вручную, нажимаем ОК. Если мы сейчас опять же вернемся в Text to Image в автоматике, то здесь denoise нет нигде. Его здесь нет, потому что denoise, естественно, будет равен единице, если мы изображение вновь генерируем. А вот если мы его не вновь генерируем, а из какого-то изображения его делаем, в автоматике находимся уже в Image to Image. Соответственно, здесь уже denoise этот есть. В ConfUI нет такого понятия, как Image to Image, Text to Image. Здесь все зависит от схемы, которую мы построили. И поэтому keysempler здесь имеет параметр denoise. То есть, если мы здесь на вход дадим какое-то изображение, это уже будет Image to Image. И никакой дополнительной вкладки здесь, соответственно, уже не нужно. И понятно, если мы сейчас генерируем изображение, denoise у нас будет равен единице. Давайте рассмотрим еще, как можно группировать ноды. Допустим, давайте переместим вот эту вот ноду вниз, эту ноду еще вниз, эту свернем, потому что здесь нам особо смотреть и настраивать нечего. Изображение сделаем по ширине равной сэмплеру и выберем такую опцию, как группировать. Теперь переместим эту рамку вверх, растянем ее по изображениям и подложим ее как бы под нашу группу, которую мы хотим создать. Теперь подкорректируем ее размер. И теперь всю эту группу мы можем вместе передвигать, схватив за вот эту вот рамку. Опять же, с этой группой мы можем делать разные манипуляции, нажав по ней правой клавишей мыши, выбрав Edit Group. Можем поменять и title, то есть не просто группа, а у нас как-то она может называться. Можем поменять и цвет, допустим, на желтый. Также можем поменять даже размер шрифта. Теперь давайте перейдем к второму пункту нашего видео и немножко усовершенствуем нашу схему пересэмплированием. Теперь, чтобы нам все вот это вот заново опять не создавать, чтобы еще такой повторный сэмплер прикрутить, мы можем воспользоваться такими функциями. Зажав Ctrl, мы можем выделить рамкой необходимые нам элементы, ноды. Нажав Ctrl-C, как в Word мы копируем текст, мы можем скопировать эти ноды. А нажав Ctrl-V, мы можем эти ноды вставить. Вставляем, зажимаем опять же Shift, чтобы их все вместе передвигать, а не поодиночке. И как видим, эта группа нодов скопировалась. Причем все связи, которые между ними были, они тоже скопировались. Теперь давайте удалим эти ноды. Опять же Ctrl зажимаем, выделяем их, нажимаем Delete и удаляем. И заново выделим вот эти ноды. И теперь скопируем их опять Ctrl-C. А когда вставлять будем, нажмем Ctrl-Shift-V. Опять же зажимаем Shift, перетаскиваем эти ноды с зажатым шифтом. И смотрите, у нас теперь сохранились все связи. Теперь нам заново не нужно соединять модель, позитивный промпт, негативный промпт. То есть все связи сохранены. Но теперь мы хотим латентное изображение получать не из этого изображения, а с выхода первого сэмплера. И поэтому от первого сэмплера ведем latent на вход keysempler опять же. Давайте теперь зафиксируем seed и ведем, допустим, seed 1. Здесь сделаем то же самое. Зафиксируем seed и ведем здесь seed 1.
давайте сгенерируем изображение и посмотрим, что получается. Сейчас второй сэмплер полностью зашумляет изображение, которое выведено из первого сэмплера. И учитывая, что сид у нас один и тот же, и все остальные настройки абсолютно такие же, то он пытается генерировать то же самое изображение, но какое-то остаточное изображение отсюда есть. То есть это не то же самое, что мы бы просто empty latent загрузили бы сейчас на вход. Тогда бы просто одинаковые прям изображения получились. Здесь же изображение немного вычищается. Теперь на первом изображении давайте зафиксируем сид на единице и выберем fixed. А на втором изображении оставим сид случайный. Давайте попробуем сгенерировать. И поскольку на втором сэмплере мы поставили denoise единицы, это означает, что изображение полностью зашумляется. И от старого изображения практически ничего не остается. Поэтому здесь на новом сиде получается, в общем-то, совершенно новое изображение. Если мы сейчас поменяем denoising, да, допустим, 0.6 и заново запустим сгенерировать QPrompt. Кстати, первое изображение уже не перегенерируется, оно вообще не трогается, потому что здесь зафиксирован сид, и оно абсолютно такое же. Повторно оно генерироваться не будет. И вот теперь мы уже какое-то сходство улавливаем с первым изображением. Но качество здесь особо лучше не становится. Первое изображение здесь даже более четкое. А вот теперь давайте попробуем включить продвинутый сэмплер. Давайте я сейчас скопирую опять же первые три блока. Сэмплер, декодер и image. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Зажимаю Shift, сдвигаю все это вправо. И у нас параллельно получается еще один такой блок. На этот раз мы кейс-сэмплер удаляем и заменяем его продвинутым Advanced сэмплером. Сейчас посмотрим, чем он отличается. Опять же все выделю, зажму Shift, немножко смещу вниз. Теперь нам вот эти связи нужно опять же восстановить. Позитивный, негативный промпт. Латентное изображение возьмем не из этого, а из первого, чтобы сравнить результаты простого сэмплера и продвинутого сэмплера. И как видите, модель сейчас тянуть неудобно. Поэтому давайте для модели сделаем reroute. Выберем reroute. И чтобы мы точно помнили, что это модель, нажмем по слоту правой клавишей мыши и выберем rename slot. Введем здесь model. Теперь вот в этой части мы можем уже подключаться к модели. Соответственно, отсюда мы можем уже завести модель. И теперь давайте посмотрим на настройки продвинутого сэмплера. Здесь есть настройка добавить шум или не добавлять шум. Мы оставим добавить. Есть тот же самый параметр seed control, фиксированный, случайный, количество шагов, CFG. Выберем такой же сэмплер, DPM++ 2M. Планировщик оставим нормальный. И вот здесь вот вместо denoise есть других два параметра. Первый параметр — это начальный шаг работы и конечный шаг работы. Конечный шаг работы здесь стоит 10 тысяч. Это намного больше, чем количество наших шагов. И при такой цифре конечным шагом нашего сэмплера будет все-таки 20, а не 10 тысяч. Я так понимаю, это число все-таки выбрано просто с большим запасом. А вот первый шаг — это как раз-таки будет аналог denoise. Но работает это все-таки по-другому. При первом сэмплере, когда мы выбираем denoise, это означает, что мы берем первое изображение, его зашумляем на 40%, да? Оставляем всего лишь 60% исходного изображения. А здесь мы говорим, что мы начнем работать с 10 шага. Это похоже на Ctrl-Net. Если кто-то работал, там есть начальные шаги работы, конечные. То есть первые 10 шагов наш кейс-сэмплер трогать это изображение не будет, а вот начиная с 10 по 20 начнет его менять в соответствии с тем сидом, который здесь будет. Нажимаем QPrompt для генерации и видим, у нас здесь ошибка. Поскольку мы свернули Y decode, мы не заметили то, что мы latent, когда создавали новый сэмплер, не завели в Y. Заводим его, теперь заново можем свернуть и заново нажимаем QPrompt. Все сэмплеры, которые работают через Randomize, они будут перегенерированы, потому что seed меняется. Те сэмплеры, которые работают с фиксированным промптом, трогаться не будут, изображение остается. Я заменил начальный seed, чтобы начальное изображение поменялось, какая-то более интересная собачка, чтобы появилась. Здесь мы можем посмотреть, что в первом сэмплере мы выставили denoise 0.6, во втором начальный шаг 8. Это что-то примерно вот получается, аналогичное такому denoise. В принципе, результат очень похожий, что на 0.6 denoise, что на пропуске шага 8. Но принцип работы у обоих сэмплеров все-таки разный. Давайте теперь перейдем к третьей части видео. Удалим последний блок, удалим reroute. И в этой части мы добавим upscale. Для того, чтобы добавить ноду upscale, щелкнем левой клавишей 2 раза в пустом месте и введем upscale. Здесь у нас есть latent upscale, при котором мы будем задавать конечное разрешение
И есть у нас Upscale By, где мы можем задать коэффициент, насколько будет наше исходное изображение увеличиваться. Давайте выберем Latent Upscale By. Scale By здесь давайте поставим двухкратный. Наш апскейлер на вход должен получать латентное изображение и на выходе тоже выдавать латентное изображение. Внутри он это изображение масштабирует. Соответственно, после первого сэмплера, когда сгенерировалось латентное изображение, мы должны это латентное изображение направить в апскейлер. И теперь на выходе из апскейлера мы это латентное изображение отправляем во второй сэмплер. То есть не просто теперь из сэмплера в сэмплер, а через апскейлер. То есть изображение здесь в апскейлере двукратно увеличивается и направляется в новый сэмплер для пересэмплирования. Здесь в новом сэмплере мы уже задаем опять же denoise и те же самые ноды для вывода изображения decode и image. Давайте попробуем сгенерируем, посмотрим, что получается. Второй сэмплер у нас теперь будет работать дольше, потому что изображение у нас уже будет 1536. И это равносильно тому, что вы бы могли сгенерировать изображение 1536 на 1536. Соответственно, у вас видеопамяти должно хватать для генерации изображений 1536. Потому что здесь тайл никакой не работает. То есть у вас напрямую вот такое большое изображение генерируется. И на выходе мы получаем уже большое изображение. Вы можете сказать, в чем разница, зачем мы же могли бы просто вот здесь поставить 1536 и сгенерировать. Если мы поставили такой большой размер, то скорее всего у нас бы получились сдвоенные лица, там, ну как обычно все это получается. А когда мы применяем второй сэмплер через Upscale, мы на вход подаем часть этого изображения. То есть зашумленное изображение на 40%. И уже двойных лиц мы, естественно, не получим. Это, по сути дела, тот же самый image to image. И давайте теперь посмотрим, что мы сделали на примере с автоматиком. Перейдем в автоматик с text to image, введем prompt, введем sampling, введем количество шагов, seed, размер изображения, включим теперь high-res. В этом high-res у нас есть апскейлеры разные, но мы выберем latent nearest, такой же апскейлер, как у нас вот здесь вот. Выберем двукратное увеличение, количество шагов по умолчанию, как и было при генерации, denoising 0.6 и попробуем сгенерировать изображение. Вот такое вот изображение у нас получается в автоматике. Настройки, по сути дела, те же самые, то есть мы собрали прямо вот ту же самую схему. Изображение здесь, конечно, отличается, независимо даже от того, что здесь одинаковый seed, что здесь, что в конфе. Если мы генерируем изображение в автоматике, то мы всегда можем high-res отключить, сгенерировали, нам понравилось изображение, потом зафиксировали seed и включили, допустим, high-res, и его уже сразу проапскейлили. То в ConfUI мы, допустим, можем отключить один из слотов на время, и когда мы будем генерировать, он будет неактивен, а первый слот будет перегенерироваться. И если нам изображение понравилось, мы можем этот слот подключить. Еще, чтобы схема была более понятна, можно использовать вот такой вот вариант. То есть делаем два рерута. Один красим, допустим, в зеленый, другой в красный. На одном пишем, щелкнув правой клавишей мыши по слоту rename on, на второй по слоту rename off. Это для того, чтобы, когда вы передавались кому-то какую-то свою схему, то чтобы человек мог разобраться, потому что не всем понятно, что вот этот латент надо соединить вот с этим сэмплом. Может быть, его с каким-то там другим нужно соединить. А здесь все очевидно и понятно. То есть вот он идет в off, а в on не идет. Допустим, если в on подключили, все, значит схема замкнулась, она будет работать. Теперь давайте подключим к нашей модели лору. Теперь в пустом месте щелкнем левой клавишей мыши два раза, введем лора, и нам сразу же предлагается LoRa Loader. Выбираем его. Теперь все соединения мы должны пропустить через нашу лору. Подключаем к нашей лоре модель, подключаем к нашей лоре клип, и уже вот эту вот модель будем подключать к сэмплеру, будем подключать его к другому сэмплеру. Клип подключим уже через нашу лору в наш позитивный промпт и в наш негативный промпт. И таким образом мы подключили лору. Давайте выберем какую-то лору, чтобы прям сразу почувствовать разницу. Это будет мультяшный стиль. И нажмем сгенерировать. QPrompt. И теперь наше изображение уже сгенерировано через лора. Я тут еще сгруппировал последние ноды в отдельную группу, подписал ее Upscale, а первые ноды подписал Generate. Так схема становится более понятна и ей более удобно пользоваться. И вот такие вот изображения получились после мультяшной лоры. Посмотрим еще на настройки лоры. Здесь есть Strength Model. Этот параметр регулирует как раз таки силу модели. И есть еще параметр Strength Clip. Этот параметр будет влиять на интерпретацию нашего промпта. Поэтому здесь клип подключается не напрямую из модели, а именно из лоры. Так как ваше описание
Если вы модель, допустим, обучили, и у вас в описании какое-то слово присутствовало, то оно просто работать не будет, если вы клип вот подключите от модели и проигнорируете лоровский клип. И в промпте себя интерпретировали как Иван, да, и если вы клип не подключите, то он не будет знать о вот этой вот интерпретации с вашего слова Иван. Он будет брать из модели, а там эта интерпретация совсем другая. Силу клипа этого вы можете менять. То есть у вас уже будет смесь там Ивана и того, что понимает вот модель, которую вы подключили. И теперь давайте последним пунктом преобразуем нашу схему в так называемый image to image. То есть на вход теперь дадим не просто какой-то шум, а дадим изображение. Для этого мы удалим вот этот вот входной параметр. И давайте теперь в пустом месте нажмем 2 раза левой клавишей мыши и введем image. И теперь мы выберем параметр load image без маски. Пока никаких масок вводить не будем, просто image. Загрузим сюда какое-нибудь изображение. Можем его прям просто вот так вот перенести. А можем нажать Choose File Image, то есть выбрать изображение. Теперь для того, чтобы это изображение передать с темплера, мы его так просто передать, естественно, не можем. У нас на выходе слот Image. Мы его потянем в пустое место, и нам предложится File Encode, то есть закодировать изображение в latent. На вход, естественно, нужно подать VAE. И этот latent мы уже можем передать в сэмплер. Теперь можем поменять промпт. Все-таки здесь у нас на изображение женщина. Введем woman. Еще для того, чтобы передвигаться по интерфейсу, можно просто зажимать левую клавишу мыши в пустом месте и двигать его, а можно зажать пробел и просто уже передвигать мышь без зажатия левой клавиши мыши. Так вот, теперь в сэмплере у нас denoise уже играет ту же самую функцию, как в автоматике denoise strength. И, соответственно, чтобы что-то бралось от этого изображения, мы должны этот denoise понизить, к примеру, на 0.6. В общем-то, наша схема подключена. Давайте нажмем ViewPrompt, посмотрим, что будет. Генерируется первый сэмплер, получается вот такая вот картинка. Теперь все передается в upscale, из upscale в другой сэмплер, и еще с denoise 0.6 будет генерироваться уже апскейльное изображение. И после второго сэмплера получаем вот такую вот картинку. У нас стоит лора мультяшная, поэтому все преобразуется постепенно в мультяшный вид. Хочу еще обратить внимание, что важно, какого разрешения вы загружаете изображение. Сейчас я загрузил разрешение изображения 768. В кастомных нодах есть специальные ноды, которые автоматически кропят ваше изображение до нужного размера. То есть там уже не нужно будет обращать внимание на то, какое изображение вы до какого размера закидываете. Оно просто кропнется, и дальше вы также будете спокойно работать. Но сейчас мы рассматриваем те ноды, которые по умолчанию есть в ConfUI. Позже мы коснемся всяких кастомных нод. И еще по поводу апскейлера. Конечно, таким апскейлером никто не пользуется, и даже если вы сейчас откроете text to image, навряд ли вы в Hi-Res выставите latent. Вы наверняка поставите какой-нибудь Ultra Sharp там, или Seax. Я вот люблю Strassl ставить. И сейчас мы могли бы рассмотреть даже вот такой вот вариант. Load Upscale Model, загрузить, допустим, Ultra Sharp, дальше Upscale Image, на вход сюда подать изображение, на выходе опять же предпросмотр получить. Но в такой связке здесь нету регулировки масштаба изображений. Мы не можем здесь выбрать двукратный. А если посмотрим внимательно на название апскейлера, он называется 4x. Так вот, ваше изображение будет масштабироваться в 4 раза. Если у вас, конечно, 12 гигов видеопамяти, то у вас, наверное, и такая система заработает. Но особых плюсов в качестве вы здесь не получите, потому что ни через какой сэмплер здесь изображение не проходит. Я поэтому эту связку здесь даже не рассматриваю. Дальше у нас будут нормальные апскейлеры с кастомными нодами, Ultimate SD Upscaler и другие апскейлеры. Это просто связка, она не стоит вообще вашего внимания. Ну давайте подведем итог, чему мы сегодня научились. Мы научились создавать простую схему, научились пользоваться интерфейсом, научились подключать лору, научились делать пересэмплирование изображения с апскейлом и научились делать так называемый image to image, то есть на вход бросать изображение и его потом пересэмплировать с определенным зашумлением, в данном случае 40%. Научились правильно отключать апскейлер, используя вот такой вот switch-выключатель, чтобы было понятно, что куда нужно тянуть. И в самом начале рассмотрели, что делать тем людям, у которых мало видеопамяти, но они хотят ввести ключ LowRAM. Его здесь тоже можно ввести и пользоваться ConfUI, как и автоматик, с малым количеством видеопамяти. Как сохранять схему мы рассматривали в прошлый раз. Можно нажать Save и сохранить в JSON, а можно просто нажать правой клавишей мыши по изображению и нажать Save Image.
и сохранить это изображение. И теперь, если мы нажмем Clear и загрузим вот это изображение сюда, то мы получим эту же схему в том же самом виде, в котором она у нас была сделана. Также мы научились сворачивать и разворачивать наши ноды и группировать их. И еще пока я называл итоги, я вспомнил, что мы забыли рассмотреть Node Templates. К примеру, вы хотите вот эти вот ноды часто использовать. Вы выделяете эти ноды, зажав Ctrl, нажимаем в пустом месте правой клавишей мыши, выбираем Save Selected as Template, то есть сохранить выделенные как template. Вводите имя 123, например, нажимаем ОК. И теперь, когда мы захотим вставить вот эти вот ноды, уже связанные между собой, нажимаем правой клавишей, выбираем Node Template, выбираем наши 123, и мы получаем уже нашу заготовочку, готовую связанную. Теперь, если мы что-то поменяли в нашем темплейте и хотим его под старым именем сохранить, мы нажимаем правой клавишей, выбираем Node Templates Manager, удаляем старый темплейт, нажимаем Save и теперь заново сохраняем этот темплейт под этим же именем. Если под другим именем, то старый удалять не обязательно. И теперь, если мы будем вставлять уже новый темплейт, он уже будет в таком вот измененном виде. Соответственно, поменять имя темплейту или удалить его можно через менеджер, уже поняли. То есть меняем 1.1.1, save. Если теперь зайдем, у нас этот темплейт называется 4 единицы. В общем-то, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш Telegram и ВК. В Телеграме у нас большая группа для общения, там можно поделиться вашими промптами, изображениями. Есть куча разных ссылок, куча разных материалов. Там все разбито по темам. Если вам больше нужны обучающие материалы, видео, то переходите в нашу группу Boosty. Каждое видео разбито там по времени. Очень удобно перемещаться по видео и находить интересующий вас материал. Если вы хотите поддержать канал, можете поддержать его на Boosty. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.